Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Янина, и я основательница проектов «Каратели Беларуси» и «Дикое полевание». Мой профиль – это деанонимизация врагов белорусского народа. И как вы могли догадаться, сегодня речь пойдет о пропагандистах. Устами этих персонажей уже на протяжении нескольких лет льется грязь в адрес честных белорусов и похабное люзоблюдство в адрес Лукашенко. Первое место в нашем сегодняшнем паноптикуме бесспорно принадлежит Людмиле Гладкой, так называемой журналистке газеты «Советская Беларусь». Чтобы вы поняли размах этой творческой личности, приведу несколько ее цитат о мирных, можно даже сказать цветочных маршах 2020 года. Сегодня правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить город от этой откровенной мрази. Как всегда, сработали ювелирно. Выпил и на протест. Красное ухо скромно намекает, что этот персонаж активно участвовал в акции. Таких правоохранители помечают при поимке специальной краской. К сожалению, сегодня мы наблюдали исключительную степень цинизма, когда людское горе используют в грязных играх зарубежные устроители беспорядков. Сегодня радикалы шли напролом. Степень агрессии в Минске зашкаливала. Людмила Гладкая никогда не отличалась какими-то особыми талантами или харизмой. Она начинала как рядовой заурядный печатник в изданиях с говорящими названиями «Милиция Беларуси» и «На страже от МВД». Ну а потом судьба занесла ее в Совбелку, где бесталантная Гладкая не стеснялась воровать тексты у журналистов «Комсомольской правды». И так бы ей оставаться непримечательной серой мышью, если бы не мания к хоть какой-либо славе и лихой 20-й год. Гладкая выбрала нехитрый путь к лукашистскому Олимпу. Она начала писать то, что государевы люди хотели видеть, то есть про БЧБ-фашистов и отморозков-анархистов. Ее заметили, начали приглашать в телек, и вуаля, новая звезда пропаганды готова. Чувство собственной важности бездарной Гладкой бьет через край. Ее стратегия – подогревать ненависть в свой адрес и иметь от этого выгоду со стороны государства. Но понимает ли она, что когда власть начнет сменяться, пусть даже и внутри уже действующего аппарата, ее нынешние работодатели пожмут плечами и скажут: «Ну, так ты же это сама писала, Люда», и сольют ее. Если не понимает, то скоро поймет. Второй пациент сегодняшнего выпуска – юморист-колумнист Андрей Муковозчик, который в той же Совбелке исправно выдает по несколько текстов в день. Честное слово, еще повыделывайтесь, сам пойду в ОМОН и попрошу берцы покрепче и демократизатор в руки. Поэтому хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь. На белоцепкальную ленту так быстро и просто дописать «Хильфсполицай» или «Штутгафюрер». Сдвинь ее повыше на плечо, и логика событий сама приведет к лагерям и гетто, к черте оседлости и цензу для кухаркиных детей, к бесправию на бывшей собственной земле. Естественно, пришел к этому Муковозчик не сразу. Ранее он был известен как руководитель белорусского КВН, и хочется заметить, в белорусском КВН действительно были талантливые ребята, типа сборной БГУ или команды ЧП. Но пьющий Муковозчик разрушил все. Практически к 2010 году он убил белорусский КВН, попытавшись создать собственный аналогичный проект «Вот так шоу», который после нескольких лет существования канул в бездну. А сам Муковозчик, кстати, в том же 2010 году избил и ударил электрошокером женщину, но отделался только штрафом. Также его неоднократно ловили на пьяном вождении без прав, но тоже ничего серьезного за это ему не было. Наверное, он решил на старость лет отблагодарить режим за доброту, да и деньжат заодно подзаработать. Наверное, 3 квартир в Минске по адресам Кульман, Куйбышева и Независимости ему маловато, и он захотел еще. Однако, как говорят, хочешь не хочешь, по почкам схлопочешь. Когда впервые адреса Муковозчика появились в сети, он ушел в запой и на пару дней вообще выпал из инфополя, заперевшись на даче в деревне Вирловичи по улице Центральной. Потому что понимал, что поводов заглянуть к нему в гости более чем достаточно. Замыкает наш список молодое поколение белорусской пропаганды, журналист лукашистского пула Игорь Тур. Во всей этой шобле он пытается с одной стороны играть хорошего полицейского по отношению к оппозиционерам, а с другой отчеловечивать режим, преподнося действия Лукашенко в стильном, модном, молодежном формате. В понимании Тура для этого достаточно одеть майку с розовой надписью «Пропаганда» и в выпусках своих юмористических шоу подхалимичить к Лукашенко снизу вверх. Впрочем, Игорь Тур всегда любил вставать в позу. Говорят, что мужские конкурсы красоты манили его с детства. Он участвовал в конкурсе «Мистер Журфак» и, что особенно интересно, снимался в рекламе патриотического бренда «Гонор». Однако любовь покрасоваться и желание жить красиво его и погубило. Когда выпал шанс подняться в лукашистской иерархии, он не раздумывал и пошел дополнять телевидение бреднями. И вуаля! Новый идеальный подхалим готов. И на самом деле можно было бы даже закрыть на него глаза, но за пару лет в прайм-тайм Тур успел вылить слишком много грязи, и в том числе на убитых режимом людей. Потому от ответственности он не уйдет.
Ну, а закончить этот выпуск я хочу на поучительном историческом анекдоте, который в своей книге «Наполеон Бонапарт» привел знаменитый советский историк Евгений Торле. Эта выдержка относится к возвращению Наполеона на французский трон после того, как он бежал со своей почетной ссылки на острове Эльба. Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второе известие. Людоед идет к Грассу. Третье известие. Узурпатор вошел в Гренобль. Четвертое известие. Бонапарт занял Лион. Пятое известие. Наполеон приближается к Фонтебло. Шестое известие. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней. Вот увидите, дорогие друзья. Та же судьба постигнет и БТ, и Совбелку с ОНТ, а также другие пропагандистские ресурсы. А токсичных и опороченных журналистов в угоду новой власти сольют их же главные редакторы. А у меня для вас вопрос. Как вы думаете, какой из лукашистских пропагандистов первым побежит встречать с цветами новых лидеров свободной Беларуси? Ответы пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал и помогайте распространять наши видео. До новых встреч! Живе Беларусь!